По перспективе Москвы и армянское видение, так сказать, вы знаете, есть такой уютный, очень симпатичный, курортный армянский город Дилижан. И вот несколько лет назад армянское правительство выступило с инициативой организации там Международного финансового центра. Поэтому я сейчас хожу по Москве и сравниваю. А если серьезно, то, конечно, будущее мировых валют сегодня, наверное, очень злободневная такая тема, проблема. Почему, я считаю, рассмотрение вопроса разрешения международного финансового кризиса через образование новой мировой валюты, резервной валюты, преждевременно? Первый тезис о том, что однополярный мир показал свою недееспособность. Единая валюта, как в какой-то степени отражение такого однополярного мира, соответственно, мне кажется, себя тоже изжила. И не надо бояться конкурентности валютных систем, не надо бояться двух, а может быть и даже трех полюсностей мировой валютной системы. Мне кажется, наоборот, ее нужно поощрять. Я думаю, что закладывать сегодня однополюсность в мировую валютную систему означает закладывать риски и истреблять возможную соревновательность как источник развития мировой экономики. Второй тезис заключается в том, что создавать единую валюту сегодня на основе глобальных валют, доллара, евро, может быть, впоследствии иены, означает автоматически противопоставлять развитый мир миру развивающемуся. В условиях закрытости китайской валюты, которая обслуживает сегодня вторую мировую экономику, мне кажется, такая постановка была бы больше конфликтной, нежели чем способствовала бы разрешению глобальных мировых проблем. Тем более, что китайская валюта, так же как и другие валюты национальные, сегодня являются мощным источником экономического развития. Валютная политика, которая ведется в том же Китае, да, является одним из составляющих экономического китайского чуда. Тезис третий. Мне кажется, что конкурентность мировых валют, которая была вот на том этапе, который был представлен профессором Манделом, как предпоследний этап развития мировой валютной системы, она себя никак еще не изжила и обязательно себя еще покажет. Более того, сегодня мировые валюты так называемого второго эшелона, британский фунт, швейцарский франк, канадские, австралийские доллары, они обеспечивают должный уровень соревновательности. Если мы посмотрим на тенденцию развития последнего времени 3-5 лет Швейцарии, допустим, да, во время вот этого же глобального кризиса, то мы увидим, что швейцарские резервы выросли в 6 раз. И они даже, по-моему, обогнали Россию, стали по резервам более 500 миллиардов американских долларов. Это в том числе и благодаря той политике, да, может быть, дешевого франка, к которой стремились швейцарские власти. И в этом отношении, мне кажется, не надо бояться и провозглашенной интервенции нового японского правительства, которое выиграло, в общем-то, выборы с тезисом «Сильная Япония, слабая иена». Тезис четвертый. Мне кажется, что интеграционный потенциал сегодняшних глобальных валют далеко не исчерпан. И вокруг американского доллара, мне кажется, будет идти формирование единой валюты новой экономики, объединенной экономики США, Канады и Мексики. Такие расчеты, это не просто теоретические выкладки, а действительно реальная подготовка к этому ведется. И как раз вокруг американского доллара будет, мне кажется, как дальнейшее развитие ситуации в сторону интеграции мировой экономики на американском континенте. Вот будет объединение этих трех валют. Что касается евро, то объединительный потенциал евро далеко не исчерпан. Опять же,
И не надо здесь бояться дефолта, даже возможного отсечения, например, Греции. Такая страна, как Польша, стоит сейчас в очереди на то, чтобы войти в зону евро. Я думаю, что в 2013 году это обязательно случится. И даже некоторая сегодня такая опасливость с точки зрения присоединения к зоне евро или, может быть, в политическом смысле к Европейскому Союзу. Вот вчера мы слышали информацию из Исландии, вроде как они отложили переговоры на некоторое неопределенное время. Мне кажется, этого бояться тоже не надо. И наоборот, надо в этом видеть в разнонаправленности этих сил, надо видеть потенциал развития. Тезис пятый. Каждая из мировых валют вот этого второго резервного уровня является мощным стимулом сама по себе развития национальной экономики. И опять же пример Японии, пример Швейцарии, да, пример того же Китая, мне кажется, больше позитивен, чем негативен. Я думаю, что развитие экономики Китая за последнее время – это скорее позитивный фактор для мировой экономики при всем противоречии с американской экономикой, например. И, наконец-то, здесь шестой. Уровень глобализации в современном мире, мне кажется, сильно преувеличенным. Недавно были опубликованы данные глобальной компании DHL о том, что степень мировой интеграции составляет всего 20%. При этом брались в расчет такие показатели, как экономические связи, пропускная способность интернета, интенсивность международных телефонных переговоров, численность мигрантов, численность иностранных студентов и тому подобное. И 20% уровень мировой интеграции – это совершенно не тот уровень, которого надо бояться. Более того, мне кажется, что в последнее время мы начинаем больше оценивать возможность самоидентификации в этом глобальном мире и все больше приходим к пониманию того, что культурное и цивилизационное разнообразие есть сила в современном мире, а не его слабость. Теперь, что же с Россией? В России сегодня, мне кажется, есть достаточно позитивных факторов для того, чтобы думать позитивно о ее глобальном будущем. Программа по приватизации на ближайшие несколько лет 50 миллиардов долларов. Сегодня премьер-министр подтвердил эту готовность. Понимание необходимости институциональных реформ, абсолютная необходимость, потому что по уровню развития института в России сейчас здорово отстает от многих даже развивающихся стран. Хорошая новость от министра финансов о том, что тарифы будут расти. И это означает, что отрасли инфраструктурные, в первую очередь, будут поставлены в более рыночные условия функционирования. Антикоррупционные действия, которые мы наблюдаем в последнее время, они тоже являются достаточно позитивным сигналом для международных инвесторов. Переход на международную систему бухгалтерской отчетности, учета и отчетности, мне кажется, он намечен на конец 2013 года, если не ошибаюсь, это тоже абсолютно позитивный сигнал. Но есть в России и отрицательные сигналы, которые, мне кажется, действиями правительства надо бы нивелировать. И в качестве таких сигналов я бы назвал некое такое стремление к гигантомании. На мировом рынке, в мировой экономике это не очень поощряется. Сначала было движение в сторону превращения «Газпрома» в глобальную мировую компанию, увеличения его рыночной стоимости, доведения его до $1 триллиона. Цель оказалась, мне кажется, неправильная, она не просто ложная, она неправильная просто. Не надо ставить такой цели. Сегодня, мне кажется, вот такой же гигантизм наблюдается по развитию Роснефти. Это, конечно же, не самый позитивный сигнал для мирового рынка.
Торможение пенсионной реформы, некоторые тоже, мне кажется, из области таких отрицательных сигналов. Но есть, конечно, у России объективные сложности, и одна из самых больших сложностей, наверное, объективных проблем – это недостаточность интеграции. Вот интегрированности в мир, интегрированности в мировую не только экономику, но и в культуру, в культурное, в социальное пространство. Недавно были опубликованы данные Фонда общественного мнения. Меня они в достаточной степени поразили. 80% российского населения никогда не было за рубежом, а иностранными языками владеет всего 17% населения. Это, конечно, значит, вот показатель, объективный показатель трудностей, с которой Россия будет сталкиваться, и ее надо решать, ее надо разрешать. И мне кажется, что вот крен, ударение в сторону модернизации современного образования в России, об этом мы сегодня тоже слышали в выступлении премьер-министра. Мне кажется, это абсолютно правильный крен. Ну и, конечно, низкая база внутренних инвесторов. Всего 5% российского населения сегодня участвует на внутреннем инвестиционном рынке, что, конечно, является очень слабым показателем слабости и внутреннего доверия к фондовому рынку, и к его перспективам тоже. Но, знаете, Россия потрясающая страна по уровню своей притягательности, и мне кажется, что те меры, которые сегодня предпринимаются вкупе с российским широким размахом душевным, дадут свои результаты, и у России, мне кажется, в этом отношении есть будущее.